Здравствуйте, друзья! Сегодня у нас 19 января, четверг. И, как обычно, последние, самые важные новости, которые я для вас выбрал на этот час. Сначала я хотел бы вернуться немножко к вчерашнему. Вчерашнее видео по поводу аналитической записки или доклада, подготовленного ведущим аналитиком, который имеется в обойме Кремля для внутренней кремлевской кухни. И вот интересное событие появилось. Вчера же американские средства, некоторые массовой информации, в частности газета «Нью-Йорк Пост», процитировала как сенсацию высказывание министра Лаврова, Риббентропа этакого, которое он сделал публично. Я вам его процитирую. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в среду, что Соединенные Штаты собрали коалицию европейских стран для решения, в кавычках, русского вопроса. По его словам, используя Украину в качестве доверенного лица, сказал он, кавычки открываются, они ведут войну против нашей страны с той же задачей, в кавычках, окончательного решения русского вопроса. Кавычки закрываются. Как Гитлер хотел окончательного решения еврейского вопроса, так и сейчас, если просчитать западных политиков, они четко говорят, что Россия должна потерпеть стратегическое поражение. А теперь я процитирую вам кусочек, пассаж из той аналитической записки, которую я цитировал вам вчера. Это уже где-то к концу этой записки, когда делаются выводы того, что же делать. Проблемы, которые стоят перед Российской Федерацией, не будут преодолены. Пока они не будут преодолены, они расхолаживают союзников России и ободряют ее противников, подвигая последних на то, чтобы ставить все более решительные цели, вплоть до, это я все цитирую, окончательного решения русского вопроса через нанесение России стратегического поражения. Ну и дальше смены политического руководства и так далее. Зачем я процитировал? Это очевидное высказывание Лаврова, очевидное подтверждение, что тот документ, который я вчера цитировал, он был подготовлен на самом высоком уровне, там, где, в том ведомстве, которым Лавров является одним из членов наблюдательного совета. И этот документ реально лежит как методичка для дальнейших действий в высказываниях высших должностных лиц российского государства. Потому что вот такая постановка вопроса, окончательное решение русского вопроса через нанесение России стратегического поражения, оно, если я не ошибаюсь, а я думаю, что я не ошибаюсь, во всяком случае в этом случае, произнесено было впервые на этом уровне. Одним из главных, не скажу, что идеологов, но одним из главных организаторов и претворителей в жизнь российской агрессии против Украины. С этим перейдем дальше. То есть Лавров подтвердил, что эта аналитическая записка, в которой я и не сомневался, если вы помните, действительно реальный документ, которому можно в значительной степени верить. Они действуют на его основании. Теперь сенсация, которая взбудоражила русскоязычный и украиноязычный интернет. Газета Wall Street Journal вышла со статьей под названием «Русский шпион или украинский герой?» Вопросительный знак. Это статья о украинском банкире Кирееве, который был застрелен в Киеве через некоторое время, вскоре после начала российской агрессии. Напомню, кто это такой, как следует из статьи. Это банкир, который работал на одиозных представителей режима Кучмы, прошу прощения, господина Кучмы, одиозных представителей
режима Януковича, самых ближайших его, так сказать, подельников. Уже после того, как Янукович бежал, они туда перекочевали, и который якобы был завербован начальником ГУР, Главного управления разведки Министерства обороны Украины генералом Будановым, и якобы выполнявший, ну, в общем, чуть ли не украинский Зорге. Но потом так получилось, что его заподозрило в измене, в том, что он работает на российскую разведку СБУ, вышла с ним на связь, и через некоторое время, после того, как эта связь состоялась, его тело с пулей в затылке было обнаружено в Киеве. Должен сказать, что эта статья, это случайно, что она появилась именно сейчас, потому что корреспондент, один из тех, который ее готовил, впервые приехал для сбора информации по этому вопросу вскоре после того, как был убит Киреев. То есть статья писалась несколько месяцев, вернее, скорее всего, их написали достаточно быстро, в разумных пределах, но потом она где-то отлеживалась. И вот сейчас она появилась. Почему появилась сейчас, одному Богу известно. Ну, давайте просмотрим, потому что это сама тема, то, что реально случилось, это острейший шпионский роман, основанный на реальных событиях. Как он здесь преподнесен, как описала Wall Street Journal, это дикая сказка из детской песочницы с участием лиц, которые с трудом понимают, в чем существует, чем они должны заниматься и как это все делать. Но в основе всего этого лежит вопрос о профессионализме и вопрос о том, чем занимаются некоторые структуры украинского государства, которые должны играть важнейшую роль в этой войне. К сожалению, они этим не занимаются. Но даже это не самое главное. Речь здесь идет о деятельности российской агентуры в Украине, вплоть до настоящего времени. Вообще, поэтому по этой статье нужно читать несколько лекций, потому что, как я неоднократно рассказывал, разведка, она вся в деталях. И разница между провалом и поражением – это в мелком шрифте, в деталях. А деталей здесь столько, и их нужно объяснять таким образом, что мы не уложимся сегодня даже в 1 час. Поэтому я изложу более-менее кратко. Возможно, мне придется, тем не менее, разбить это на части, иначе это просто будет непонятно. Вы меня потом замучите своими вопросами, на которые я просто не смогу каждому отвечать. Поэтому, если так это дело затянется, я, возможно, разобью на 2 части. Так что не обессудьте. Вопрос того стоит. Острейший вопрос. Итак, значит, вкратце, фабула. Как я уже сказал, через несколько дней после вторжения России Киреев был обнаружен с пулевым отверстием в затылке на улицах Киева. Кто такой Киреев? Киреев – это банкир, который родился в Украине, там же он работал. Сначала он работал на крупные западные банки, среди которых Креди Леоне, ну и еще что-то, что я сейчас, по-моему, Ситибанк, вот не суть важно, то есть на крупные западные банки. Затем он начал работать на братьев Клюевых. Кто такие братья Клюевы, украинским моим зрителям рассказывать не надо. Это одиозные личности, которые находятся сейчас в розыске в международном за те преступления, которые они совершили во времена президента Януковича. Один из братьев возглавлял при Януковиче Совет национальной безопасности и обороны, важнейшая для национальной безопасности страны должность. У Киреева работал, по-моему, во времена же Януковича родственник заместителем директора или главы СБУ, высочайшая должность. Киреев при Януковиче был вхож, он водил дружбу с высшими, самыми высокопоставленными генералами СБУ, и одновременно он встречался в Крыму, проводил весело время с самыми высокопоставленными генералами ФСБ.
И это не случайно, потому что при Януковиче ФСБ фактически было филиалом, СБУ было фактически филиалом ФСБ. До такой степени, что ФСБ имела в здании, знаменитом или известном здании на Владимирской СБУ, имела комнату или помещение, в которое не пускали даже офицеров СБУ, местных контрразведчиков. Из этого помещения контролировалась вся компьютерная сеть ведомства, вся. То есть списки агентуры, личный состав не только СБУ, а и Главного управления разведки, все было там. И они все это вычистили абсолютно. То есть после того, как бежал Янукович, и стало известно об этом, то есть оказалось, что надо закрывать СБУ и начинать все сначала. То есть это провал был вселенских масштабов для Украины и для ее спецслужб. На основании той информации, которую получили россияне при помощи этой операции, потом российские спецслужбы арестовывали и бросали за решетку не только агентов СБУ, но и офицеров, которые действовали под прикрытием, под различными прикрытиями. Но я надеюсь, кто не понимает, кто разница. Агент, то есть офицер – это тот, который кадровый офицер, кадровый сотрудник спецслужбы. А агент – это тот, которого спецслужба вербует для выполнения ее функции. То ли информатор, то ли агент влияния, ну там их масса агентов. То есть он находился на стыке, он находился в дружеском коллективе высших руководителей ФСБ и высших руководителей украинских спецслужб. Он там был как сыр в масле. При нем же, значит, при Януковиче он развернулся не на шутку. Он, то есть государство, братья Клюевы давали ему лакомые куски финансовой деятельности, и он, в общем-то, был человеком весьма состоятельным. Я обращаю внимание, что основные он деньги делал, работая на братьях Клюевых. Ну и надо ли объяснять, что в коррупционном государстве главное, что для человека, такого пошиба, что ли, это деньги. Там, где его деньги, там его лояльность. Тому он и служит. Но потом, значит, Янукович был свергнут, бежал, вместе с ним братья Клюевы. Сейчас они находятся в розыске. По-моему, британцы объявили первый их розыск. Но сложилась такая вот уникальная ситуация, когда Янукович и его подельники сбежали в Российскую Федерацию, вскоре они столкнулись с неприятной ситуацией. Их там начали потрошить на деньги. То есть попались, утащили миллиарды, сотни миллионов, деваться им некуда, в Украину не сбежишь, на Западе многих разыскивают, их и начали трясти на деньги, и скоро они взвыли. Вплоть до того, что некоторые из них захотели обратно и начали искать варианты, как искупить вину. У братьев Клюевых остались серьезные активы в Украине, которыми, внимание, остался управлять Киреев. Ну, для того, чтобы управлять активами сбежавших, находящихся в розыске, да, надо иметь было связи в Киеве, причем не простые связи, это враги вчерашние. Нужно было иметь коррупционные связи, нужно было иметь крышу, через которую можно было решать вопросы в пользу своих клиентов, братьев Клюевых, сидящих в Москве или где-то там в России, и свои собственные, потому что это основной источник его доходов. А вот примерно в это время, вот тут непонятно, я думаю, что это он вышел на генерала Буданова. Хотя в статье у Wall Street Journal говорится, ссылаясь на самого Буданова, что это он вызвал к себе Киреева, сделал ему, ну, то, что называется вербовочное предложение. Кто такой генерал Буданов? Если кто не знает. Генерал Буданов стал генералом, в общем, уже после скандала с провалом операции по вагнеровцам, когда оказалось, что сложнейшая и дерзкая и крупнейшая операция, о которой можно было бы потом снимать сериалы, которые подготовили Главное управление разведки Украины, в
то время ее не возглавлял Буданов, там был его предшественник. Вместе с американскими спецслужбами, с привлечением турецких спецслужб решили поймать вагнеровцев. Помните, самолет, посадить его в Украину, там и так далее. Но эта информация после того, как о ней узнали некоторые представители, очень ограниченный круг, крайне ограниченный круг офиса президента, прежде всего в лице его руководителя Ермака, после этого операция провалилась. Значит, тогдашний глава был уволен, и на него место был назначен Буданов. Буданов – это вот если бы нужно было командира для командос, для группы командос, которая бы сделала рейд в тыл противника, совершила там диверсионный акт, вот это был бы идеальный человек. Но не имел ни соответствующего образования, ни подготовки в области разведывательной деятельности как таковой. То есть совершенно. А как я вам неоднократно говорил, в этом деле, в разведке, да вообще в любом деле, связанном с государственной деятельностью, дилетантизм, он смерти подобен, а разведка особенно, потому что, еще раз возвращаюсь, там все дело в деталях, надо понимать эти детали, надо их знать. Но вот Буданов их не знал, у меня такое впечатление, он их и не знает. И вот он приглашает к себе Киреева и, как пишет Wall Street Journal, делает ему предложение, ссылаясь на патриотизм, апеллирует к патриотизму, предлагает ему поработать на Главное управление разведки, на Украину. Это, повторяю, это был весна 2021 года. При этом он понимает, Буданов, опять-таки это следует из статьи Wall Street Journal, что перед ним, так по большому счету, авантюрист. Человек, как здесь пишется, который увлекся разведывательной деятельностью в связи с тем, что его родственник занял высокий пост в СБУ. Ну, детский сад, так по большому счету. Но если этому верить, то что тогда мы имеем в виду? Что мы имеем, с чем мы имеем дело? Мы имеем дело с агентом-авантюристом в лице Киреева. Повторяю, это все, как написала Wall Street Journal, со ссылкой на самого Буданова, потому что единственный источник, главный всей информации в этой статье о Кирееве – это сам Буданов и тех людей, которых он предложил Wall Street Journal в качестве, значит, с кем можно еще побеседовать. Ну, то есть все идет от Буданова, так по большому счету. Значит, он пригласил потенциального агента-авантюриста, который денежные его интересы в России, братья Клюевы. Как потом оказалось, значит, братья Клюевы, это британская разведка позже сообщила, в случае успеха, а в Кремле были уверены в успехе захвата Украины за неделю там где-то агрессии, там должно было быть сформировано марионеточное правительство, и одним из руководителей его должен был стать один из Клюевых, братьев Клюевых. То есть он имеет человека, который деньги в России, деньги Клюевых. Он уже имел опыт, когда Клюев был при Януковиче большим человеком, благодаря Клюеву, его финансовым операциям коррупционным. На этих операциях финансовых делал большие деньги сам Киреев. И вот теперь, значит, у него уже связи по-прежнему остановились, он в контакте с Клюевыми, он же должен знать, наверное, если он знал, что те хотят вернуться обратно в Украину и опять прийти к власти, опять ему миллионы, десятки миллионов или сколько-то там светят. И он, Буданов, к нему обращается к патриотизму. Какой здесь, к черту, извините за выражение, патриотизм? Здесь совсем другая основа для вербовки. Авантюрист, захотелось поиграться, окей, это вариант, давайте его обсудим. Значит, основа, это, значит, называется тогда, если это агент-авантюрист, это психологическая основа. То есть, любитель приключений. Значит, это он может быть эффективнейшим агентом,
Но это может быть провальнейшим агентом, потому что авантюрист, он неконтролируем, его контролирует только его жажда приключений и адреналин. Единственная возможность работать надежно с таким агентом – это получить от него железобетонную информацию и держать его таким образом в своих руках. Вот, допустим, в Америке был такой в 80-е, в 70-е годы, 17 лет с ним работали, агент Джон Уокер, который работал на КГБ. Он продал КГБ, нашей резидентуре, коды военно-морских сил США. Это была бонанза тогда для КГБ. То есть в случае войны между двумя странами на первом этапе, как потом заявил Пентагон, Советский Союз имел бы преимущество над Соединенными Штатами. И вот он передал коды. Все, можно не сомневаться. Это все наш человек, ему же не отвертеться. Но ничего подобного Буданов не имел. Он ему предложил на патриотической основе, что является полной чушью в данном случае. И тот сказал: да, я согласен. После этого разыгрывается какой-то детский спектакль. Ну, как вот в детском саду, когда в казаки-разбойники играют. Его вывозили в Харьков. Потом он еще с каким-то оперативным сотрудником украинским садились на машину, пересекали границу, несколько дней он отсутствовал, потом возвращался обратно, и Буданов рассказывает корреспонденту Wall Street Journal, он такую информацию привозил, ну, обо всем, обо всем. Кстати, Буданов поставил Кирееву задачу проникнуть в ГРУ, Главное управление разведки, Главное разведуправление, или как она сейчас там называется, короче говоря, военную разведку Российской Федерации. Почему туда? Каким образом туда мог проникнуть? Это загадка. Но по свидетельствам Буданова он привозил с собой баснословную информацию. Значит, повторяю, информацию от агента-авантюриста нуждается. Во-первых, она тут же она должна по умолчанию вызывать большие вопросы и требовать строжайшей перепроверки. Какая перепроверка могла бы быть? Это могла быть у Буданова. Для того, чтобы перепроверять, нужно, как правило, иметь другого агента и так далее. То есть, вот, исходя из того, что тут написано, шансов на перепроверку его информации это были 0. Ну, допустим, вот он говорит, значит, Буданов же, что у него широчайшие связи в Москве, окей. Связи с братьями Клюевыми. Кто такой вообще так братья Клюевы с точки зрения разведки и контрразведки? Весь режим Януковича – это была операция разведывательная Кремля и российских спецслужб. Сам Янукович был агентом ФСБ. И люди, которые у него на самом верху и занимались тем более государственной безопасностью, в частности, Клюев, это тоже были люди на связи у ФСБ. Вот куда ведут связи Киреева, вернее, вели связи Киреева. И вот он вам привозит информацию, и все интересы его денежные, будущее, все его там, все его связи ФСБ. И он на основании бог весь откуда появившегося патриотизма весной 21 года. Какой еще война даже не началась-то, вот это последнее. Какой патриотизм. Ну, в общем, привозит клондайк информации. Кстати, значит, помимо всего прочего, у этого человека еще оказались широчайшие связи в спецслужбах Европы, по словам Буданова. Значит, единственным источником этой информации, откуда мог бы узнать Буданов? Да от самого же Киреева больше неоткуда. И он не мог больше нигде проверять. Короче говоря, это тащит ему якобы информацию, которая, скорее всего, информация ФСБ. Проверять ее, перепроверять не может. То есть налицо фактически, ну, я не скажу на 100%, потому что 100% это слишком в таких случаях, в этих случаях, в этой сфере такого не бывает. Но на 90% это агент, который, его даже двойным не назовешь, это агент проникновения российских спецслужб, который проник на самый верх в Главное управление разведки Министерства обороны и поставляет из Москвы информацию, направленная считается, которая выгодна российским спецслужбам,
В Украине, в ГУР, на острове, перепроверить ее не могут, но это же человека завербовал якобы сам Буданов, понимаете? Поэтому никто в ГУР даже пикнуть не смеет, что вот как-то информацию, надо бы это все перепроверить, понимаете? Никто писнуть не может. Но тем не менее, значит, вот в этой части повествования генерала Буданова не было никакой конкретной информации приведено. А что ж там ценного он привез и что же он ценного там доложил? Если бы было что сказать, я думаю, генерал Буданов бы поделился, но не поделился. Скорее всего, нечего было докладывать. Ну и дальше это все продолжается до последних дней накануне российской агрессии. Российской агрессии против Украины. Киреев без всякого задания, то есть вот тут что смогла установить Wall Street Journal. Буквально где-то за неделю, что ли, он должен был ехать в Альпы вместе с женой, покататься на лыжах. Потом ей говорит 18 числа, если я не ошибаюсь, 18 февраля, я не поеду, потому что я не смогу, если я уеду, я не смогу смотреть людям в глаза. Из патриотических побуждений. Откуда все это взялось, патриотические побуждения человека, который всю свою жизнь сознательную, самую прибыльную часть своей жизни и деятельности он проработал на агентов вражеского государства, я имею в виду братьев Клюевых, и защищал их интересы финансовые, проводил их, управлял их ресурсами, активами в Украине, и вдруг бах, ни с того ни с сего, 18 февраля вот такая ситуация, он отказывается ехать в Альпы, вместо этого, но он исчезает, то есть здесь непонятно, куда он делся, но через некоторое время он возвращается из Мордора со сногсшибательной информацией. Значит, до этого, вот как сказал, я процитирую, нашел, да, какая информация поступала от него до этого момента. Кавычки, цитата. Он, то есть Киреев, говорит Буданов, он получил информацию обо всем. Мир спецслужб, мир финансов, всегда связанный, как и мир преступности и так далее. Он получал информацию обо всем. Это же, господа, это же детский сад. Это же вот явный признак подставы или двойного агента, или чужого агента, да. Потому что не может агент получать информацию обо всем. Ну, в жизни такого не бывает. Если он обо всем, значит все. То есть, или у генерала Буданова совсем не понимает, что такое разведывательная информация, или он даже не хочет знать. Я думаю, что не хочет. И не задает лишних вопросов самому себе. Почему? Потому что есть такая вещь, как влюбленность к агенту, влюбленность в агента. Вот ты завербовал агента, и потом все, что он делает, это твоя слава. И ты хочешь, чтобы он был успешным. И иногда ты закрываешь, и часто закрываешь глаза на вот там несостыковки в том, что он делает, то, что он докладывает, то, что он приносит. Это известная проблема в разведке, поэтому вот этих хендлеров или разведчиков, агентуристов, которые ведут агента, их меняют время от времени, чтобы не возникали вот этих особые отношения. Но здесь они, значит, возникли. Ну и дальше пишется. Дальше интересная информация. Опять-таки от генерала Буданова. Осенью 21 года, внимание, господин Киреев узнал из своих источников в Москве, что Москва готовится к вторжению, сказал Буданов, и стал первым, кто забил тревогу в Украине.
Господа, я должен вам сказать, вот хорошо, что интернет не горит, все можно зайти и проверить, кто забил тревогу в Украине. Тревогу забило с разведуправления Соединенных Штатов центральное, затем администрация Байдена в конце октября, и она била ее в набат вплоть до начала агрессии. Я знаю это как факт, потому что 4 или 5 ноября, выступая, я был участником передачи «Свобода слова», по-моему, называется, Савика Шустера. Если хотите, найдите у меня здесь. Есть, я ее специально отрывок оттуда выставил, где я фактически выступал против министра обороны Резникова и начальника генерального штаба, которые, я говорил, что там, речь шла о конкретной статье «Вашингтон-Пост», которая говорила о том, что надо готовиться к войне, к российскому вторжению. Это серьезно. И я об этом говорил аудитории. Мне оппонировал начальник генштаба и министр обороны, которые, ссылаясь на все спецслужбы Украины, говорили, что по данным наших спецслужб все под контролем, ничего там не готовится. И вы можете зайти в интернет, и вы увидите, что за 4-5 дней до агрессии они говорили то же самое. В частности, министр Резников говорил, что по данным нашей разведки Россия не сформировала ударные группы, которые необходимы для вторжения. А за 2 дня, 22 числа, президент Зеленский сказал, что мы не наблюдаем подготовки. Ну, вы помните эту историю. Он даже выговор сделал, Зеленский, Байдену, мол, перестаньте нас кошмарить этими пугалками, вы отпугиваете наших инвесторов. А вот мы в мае пойдем на шашлыки. То есть, значит, окей, допустим, Киреев забил набат еще в октябре, осенью 2021 года. Забил тревогу в Украине. Но, судя по тем заявлениям, которые высшие должностные лица Украины, которые я вам сейчас назвал, говорили после этого, значит, складывается устойчивое впечатление, что руководители украинского государства забили на то, что говорил Киреев. То есть доверия ему не было никакого. Сам Буданов, кстати. Буданов был один из первых, кто забил эту тревогу. Но забил он ее тревогу не из Киева. Его пригласили в Соединенные Штаты осенью. Это было, по-моему, где-то в декабре месяце. До этого он не делал никаких заявлений публичных. А тут он приехал в Штаты, некоторое время побыл здесь. Видимо, ему объяснили, что к чему, а потом ему устроили интервью с одной из крупных американских газет, не помню точно какую, где он впервые сказал, что да, это серьезно, американцы говорят серьезные вещи, надо готовиться. Он был первым таким высокопоставленным представителем украинских спецслужб, да и вообще любого ранга чиновников Украины, которые впервые сказали тогда, что надо к американцам прислушиваться. Но, повторяю, это было не тогда, когда Киреев там забил эту тревогу, а тогда, когда он приехал сюда, покрутился здесь некоторое время, его, видимо, брифинг ему устроили, и тогда он об этом заговорил. И вот теперь 23 февраля Киреев, который до этого сообщал информацию обо всем, чего он даже не мог знать, потому что, еще раз, не может агент знать все обо всем. То есть это железный, жесточайший красный флаг подставы. Он приехал, выходит на встречу с Будановым. Причем здесь не сказано, что Буданов его послал в Москву. Как-то он сам по себе, видимо, туда слетал и возвращается обратно. И передал генералу Буданову, это я цитирую статью, свежие разведданные. Путин только что отдал приказ о вторжении, ну а также Киреев точно знал основную точку нападения, которым потом оказался Гостомель. И якобы вот это спасло Киев, спасло Украину, потому что за несколько вот этих часов оставшихся, благодаря полученной Будановым информации, туда смогли Гостомелю подогнать свежие части, отбили атаку десантную России
Ну и таким образом спасли Киев. То есть выжимка этого всего, вывод. Герой Украины, которому Украина обязана своим спасением, это бригадный генерал Буданов, который завербовал суперагента 007 Киреева, который принес важнейшую информацию, на основании которых были предприняты конкретные действия, спасшие Киев. Если вот это разобрать, ну, часть из этого я уже вам разобрал, а теперь поговорим об этой информации. Значит, я не видел никаких, я поговорил со своими знакомыми, с контактами из Киева, я не видел никаких действий, которые предприняло бы украинское руководство за эти несколько часов для обеспечения безопасности Гостомеля. Потом, да, когда россияне туда двинулись, им было оказано сопротивление, были подогнаны, но никаких особых там оборонных действий, оборонительных действий предпринято не было. Вообще, у меня такое впечатление, ничего не было предпринято. И это не случайно, потому что Буданов же сам говорил, что тот с октября месяца, с осени 21 года бил в набат, а высшие должностные лица Украины говорили, никаких проблем. Нам сообщают спецслужбы наши, что все хорошо. То есть игнорировали. И вдруг на тебя. Вдруг на тебя. Загорелось, значит. Где-то загорелось у них. Клюнул что-то куда-то. И тут же поверили. Но такого не бывает. Такого не бывает. Такое бывает только в плохом кино с плохим сценарием. Дальше. Но если, да, хорошо, получили информацию, решили предпринять. Там же мрия стояла, да, гордость украинского авиастроения. Самый крупный самолет, уникальный в мире, стоит миллиард. Ну, чего ж его не убрали оттуда? Надо было, наверное, бы убрать. Мне, конечно, могут сказать, если бы его убрали, враг бы заподозрил. А что там подозрить, если американцы с октября 2021 года трубили о том, что мы знаем, что вы совершаете агрессию. И директор ЦРУ позже рассказывал, когда он сказал об этом Патрушеву, тот сказал, ну и что, да? Мы считаем, что мы можем это сделать. То есть разговор открытый шел. Россияне считали, что каток запущен, и они победят. Они рассчитывали на пятую колонну в Украине. Если бы убрали эту мрию, ничего бы в планах Российской Федерации бы не изменилось. Так же, как накануне 22 июня 1941 года, когда некоторые немецкие солдаты, переплывая там вот речку, переходили на сторону российской, советской армии и рассказывали о нападении. И немцы знали, естественно, ну, солдат исчез. Ну, понятно, куда он мог исчезнуть. Но тем не менее, все пошло по плану. Машина запущена, каток двинулся, его нельзя остановить. А потому мрию не убрали, что никто не собирался и шевелиться. И потом, когда началась уже агрессия, вы же помните, видные деятели офиса президента, они как-то так все выпали из общественного поля зрения на несколько дней. То есть их никто не видел где-нибудь там на баррикадах, в траншеях, в окопах, на передовой. Все как-то так растворилось. Никто палец о палец не ударил для того, чтобы что-то укрепить на юге Украины, что привело потом к трагедии. То есть не делалось практически ничего. Ну вот, значит, Гостомель. Гостомель находится в 33 километрах маршрут до Киева. Но гораздо ближе находится аэропорт Жуляны. Всего 8 километров. И логика, если такой суперагент вам дал информацию про Гостомель, ну, надо ж пошевелить мозгами и сказать, боже, ну Гостомель хорошо, но они ж могут высадиться и в Жулянах. Если уж защищать аэропорты, которые близки до Киева, и не допустить десантных операций, надо же все их, наверное, защищать, особенно те, которые ближе всего. А теперь послушайте генерала Кривоноса, а если кто не слышал, спросите у него, он вам расскажет, каким образом, в каком состоянии обнаружил аэропорт Жуляны накануне, значит, да уже началось, собственно, российское вторжение, и он туда приехал, и там никого не было, никто не собирался его защищать, все было брошено, как
как в Советском Союзе это было в 22 июня, 23 и так далее. И генерал принял единственное верное решение. Вот кто спаситель Киева. Не имея возможности организовать реальную оборону Жулян, такую надежную, он принял решение вывести из строя взлетно-посадочную полосу. И, может быть, благодаря этому он и спас Киев. Но вот в результате он оказался под следствием, если я не ошибаюсь, ему выдвинули подозрение о том, что он, видите ли, материальный ущерб нанес. Нанес материальный ущерб государству в виде поврежденной взлетно-посадочной полосы. Вот это герой. Вот этот человек, который спас Киев, я так считаю. Ну, что касается Киреева, то я вообще сомневаюсь, что это все было, вот то, что он привез какую-то информацию. Но если и привез он какую-то информацию, то цель я вижу изначальная. То есть это агент Российской Федерации, который начинает накануне агрессии, запускает через него информацию до руководства Главного управления разведки Украины, с тем, чтобы, ну вот после этого, я вам сказал вот буквально накануне, что для того, чтобы агент-авантюрист стал действительно заслуживающим доверия, чтобы вопрос, сомнения о его искренности в сотрудничестве был снят, нужно было, чтобы он передал вот какую-то суперинформацию. До этого не было. И вот ему дали информацию по поводу высадки. Они были уверены, мы уже об этом знаем, что за 3-5 дней они будут в Киеве. Они были уверены, что никто палец о палец не ударит для того, чтобы на основании этой информации организовать какую-то мощную оборону. Поэтому дали ему информацию, он привез. Ну, все, теперь он достоин. Теперь он достоин полностью разведки. Теперь его разведывательные возможности в Украине расширяются, намного расширяются. Но это типа вот как Штирлиц, да? Как Штирлиц, там все валится, но он еще нужен как агент, он продолжает работать. Дальше история идет следующим образом. Начинаются переговоры о возможном перемирии, о прекращении огня, приостановке действий, боевых действий, переговоры в Беларуси, куда приезжают 2 делегации Украины и Российской Федерации. И генерал Буданов включает туда Киреева. Вот вопрос, зачем он его туда включает? То есть, как следует из Wall Street Journal, как она поняла генерала Буданова, задача Киреева состояла в том, чтобы уговорить 2 членов российской делегации, которые он знал, в том, что надо приостановить боевые действия, прекратить огонь на некоторое время, ну, а это время позволило бы украинской стороне мобилизоваться для защиты. Ну, идея так по всему, так по большому счету неплохая. Непонятно только, с какой, ну как бы, то есть опять-таки она такая вроде бы здравомыслящая, а с другой стороны, но эти же ребята приезжают, они имеют инструкции не от кого-то, а от Путина, который всем этим руководит. И вот надеяться, что какой-то Киреев или кто-либо еще с украинской стороны сумеет их убедить, людей, глава государства, которых, значит, собирается за 5 дней, через 5 дней уже парад победы на Хрещатике организовывать, а эти, значит, должны убедить членов российской делегации, что надо остановить это наступление. И, это детский сад. С другой стороны, значит, Киреев согласился с этим, поехал туда, но потом, значит, возникла дикая беспокойность о его безопасности. Ну, ребята, если бы он выполнял такое задание, реально его выполнил бы. То есть у него был вариант сидеть так, держа рот на замок, и все. И все тогда нормально, никто бы ему слова бы не сказал. Но я думаю, что это, скорее всего, так и было.
Потому что если бы он взялся уговаривать их, но он бы себе сразу подписал смертный приговор. Я думаю, он не был идиотом, не похоже по его биографии. Поэтому, скорее всего, он не выполнял это задание, а тихо там сидел, молчал, вернулся обратно. То есть я не вижу здесь никакой угрозы для него со стороны спецслужб Российской Федерации. Все это придумано. Все это потом придумано для драматизации всей этой истории. И вот, согласно потом тому, что понарассказывали журналистам Wall Street Journal, он приезжает, значит, выходит навстречу, приезжает на остров к генералу Буданову, и они там долго говорят, он уходит оттуда подавленным, очень обеспокоенным о своей безопасности, угроза жизни. Ну, ребята, о чем он думал день назад, когда туда ехал? О чем речь-то шла? Тут уж надо было быть обеспокоенным и озабоченным до того, а не после того. Ну вот, после этого, значит, он там закрывается у себя дома, кто-то из его знакомых приходит, и он так картинно открывает дверь с дробовиком в руках и объясняет своему другу, что к нему приходили агенты Российской Федерации, ну, видимо, чтобы убить его, да, за что его убивать теперь? Человек верой и правдой служил их интересам, теперь его убивать пришли, а он с дробовиком, ну, в общем, кино, «Свадьба в Малиновке». Ну, и потом его вызывает СБУ на встречу, он идет на эту встречу, и потом, значит, вот его находят с пулей в затылке. Эта смерть вызывает до сих пор много вопросов. Естественно, будет вызывать, потому что для ответа на эти вопросы нужно расследование, нужно серьезное, всеобъемлющее расследование. Оно проведено не было, как я понимаю, тем более всеобъемлющего расследования, потому что если его провести, то тут такое вскроется, тут такая агентура в Украине вскроется, что Киреев это покажется ну просто мелкой сошкой, так, незначительным эпизодом. Но, несмотря на это, что расследование проведено не было, представитель Офиса президента господин Подоляк заявил, Киреева убили из плохой координации между СБУ и ГУР. Ну, может быть, была плохая координация, но не эта проблема. Дальше, что говорит господин Подоляк, цитата. «Денис Киреев имел отношение к Главному управлению разведки». Это правильно. А его убийство было связано с тем, что не было единой координации между силовыми структурами. Тоже правильно, хотя, я вам скажу, имея в виду степень проникновения российских спецслужб и в СБУ, и в ГУР, могу сказать, что любая координация между ними убивает любую операцию, в которой бы они взаимодействовали. То есть ставить вопрос о том, что они должны взаимодействовать, это бесполезно. Это смерти подобно для любой операции. Следующее, продолжает господин Подоляк. РФ потом попыталась выставить Киреева своим агентом, но он не был связан с врагом. Кавычки закрываются. Вот мне интересно, господин Подоляк, откуда он знает, что Киреев не был связан с врагом? Ну вот действительно, откуда? Расследование проведено не было, некому и некогда. Но вывод уже сделан, сверху сказали, он не был связан с врагом. Его надо наградить, значит, получается. Его наградили. Наградили медалью за защиту суверенитета Украины. Примерно так это называется. Но я вам должен сказать, господа, если это агент, который спас Киева, следовательно, Украину, то он достоин высшей награды Родины. Высшей, а не медали. Вот то, что наградили его медалью, вот это и вызывает вопросы и подтверждение, что не все так гладко и не все так хорошо, как это отрапортовали газете Wall Street Journal. Ну вот, такая, господа, история. Что я могу сказать в заключение? Итак, Киреев, агент-авантюрист, абсолютно непроверенный, но все его жизненно важные интересы были на стороне Российской Федерации. Прежде всего, денежные интересы,
карьерные интересы в случае обратного возвращения Клюевых к власти в Украине. То есть он бы был главным там финансовым финансистом Украины, главным банкиром всей страны бы он был. Это миллиарды долларов ему светили. Это на одной чаше весов. А с другой стороны, это призыв господина генерала Буданова, когда у него вербовал: вы же патриот. Но это смешно. Это ни в какие профессиональные рамки не умещается. Никто не проверял его информацию до того. Потому что, ну, я же вам сказал, значит, он якобы забил набат с осени 2021 года, но высшие должностные лица Украины вплоть до 22-го, последний раз выступил президент Зеленский, говорили совершенно обратное. То есть никто не обращал внимания на его информацию. Все только с его слов, его связи с его слов. Потому что невозможно это все было проверить. И не только по России, но и по Европе. Его информация, если он действительно притащил какую-то информацию 23 февраля насчет Гостомеля, я не видел признаков, как она могла бы быть использована. Потому что реальных никаких движений по реализации этого сделано не было. И самым главным подтверждением это было, если тебе сказали, что аэропорт, который на 33 километра от Киева находится, там будет высадка десанта, то уж надо быть железно обратить внимание и на аэропорт, который в 8 километрах от Киева находится. Но этого точно не было сделано, мы знаем это как факт. Более того, значит, якобы генерал Буданов говорит, что ему поверили. Несмотря на то, что вот все, что я вам только что сейчас перечислил. То есть ему проверили вот этому агенту со всеми этими недостатками, мной перечисленными, но не поверили Соединенным Штатам Америки, которые трубили о предстоящей агрессии с конца октября 2021 года. Не поверили директору ЦРУ, который в конце концов с командой своей приехал, устроил брифинг, все рассказал. Но после этого, вместо того, чтобы, поверив директору ЦРУ и предпринять какие-то меры, наоборот, потом оказался юг Украины разминирован, части оттуда выведены, не поверили. Зато поверили Кирееву и Буданову. Значит, теперь по поводу, что случилось с Киреевым, как он погиб. Я так понимаю, господа, как у нас писалось в развед, то есть заканчивали докладную записку или доклад, анализ провала операции. На основании изложенной информации, приведенной в данном документе, считаю, что Служба безопасности Украины контролировала, во всяком случае, то есть она осуществляла контрразведывательное обеспечение Киреева. Было на него дело. И они вели его. В том числе прослушивали, применяли прослушку, в том числе и телефон. И они добыли неопровержимое доказательство того, что он работал на Российскую Федерацию. И с этим его вызвали на встречу. И он туда поехал, потому что думал, что все нормально, все будет хорошо, но с Буданом уже все нормально. Он надеялся, наивный, что идет координация. Координация – это, я вам скажу так, вот в разведке, когда человек один ведет дело агента, ну там, скажем, 80 шансов на успех. Когда два – это уже не 80, а 40. Когда два отдела – это 20. А когда два разных управления, то шансы на успех практически равны нулю. Но Russians почему-то поверили, значит, ему сказали, что там, наверное, координация ведется, поэтому если у тебя все нормально с ГУР, значит, у тебя все нормально с СБУ. Это была его роковая ошибка. Он пошел туда. У него был личный пистолет. И когда начали уже с ним беседовать, он понял, что пахнет жареным, что есть неопровержимые документальные данные о его сотрудничестве со спецслужбами Российской Федерации. Запаниковал,
пытался убежать, использовал он первый свой пистолет и убегал. Поэтому ему стреляли уже в спину. Напрасно. Это была грубая ошибка. Нельзя было его. Хотя, с другой стороны, зная коррупционность и проникновение спецслужб Российской Федерации в органы, в том числе спецслужб Украины, оперативники СБУ вполне могли предполагать, что если они его сейчас отпустят, то он уйдет. Уйдет или в Российскую Федерацию, или продолжит свою вредительскую деятельность в Украине. И вот они ему выстрелили в затылок. Что могу еще сказать? Украинский государственный аппарат, и в том числе, и прежде всего, спецслужбы пронизаны российской агентурой давно и на самом высоком уровне. И должен вам сказать, что, допустим, тот же генерал Буданов, который, вот я вам сказал, высказал свое мнение, для руководства разведывательной работой, то есть диверсионной, да, нормально. Вот он был замом бы директора ГУР или начальника ГУР по диверсионной работе, может быть, ему цены бы не было. Но разведка, вербовка – это не его. Да. Так вот, если мы… Там другие люди. ГУР, он дает в основном интервью. Причем такие интервью, что лучше бы он их не давал. Для него же лучше и для спецслужбы. Он должен делом заниматься, как и ГУР. А не… Это получается Арестович 2.0. Почти. Но это так, шутка. Я не бросаю камушек в огород Арестовича никоим образом, да и Буданова тоже. Делом надо заниматься, тем более во время войны. Так вот, значит, на самом деле работу там ведут другие люди в ГУР. И эти люди с сильнейшими, очевидными связями с Российской Федерацией. Этого не должно быть по определению в воюющей стране, которая ведет священную войну, когда на кону быть или не быть стране. Это должно быть на 100% исключено. Вы можете себе представить ситуацию, когда во время Второй Великой Отечественной, Второй мировой войны Лаврентий Берия бы проживал в одном доме с гражданином Третьего рейха. Вы вдумайтесь в эту картину, настолько она идиотская, да? Или генерал Голиков, шеф военной разведки, то же самое, в одной квартире проживал бы с гражданином Третьего рейха. Или генерал армии Крючков, руководитель первого главного управления. Это даже смешно представить себе. Резидент внешней разведки КГБ в Соединенных Штатах Америки не имел права на улицах появиться без шофера, который тут же выполнял функции охранника для его же собственной безопасности, чтобы, не дай бог, его там случайно не похитили, не напичкали психотропными, не выведали бы страшную тайну. И тут, значит, ситуация. Начальник военной разведки проживает в одном доме с гражданином Российской Федерации по фамилии Гагилашвили. Вы помните эту историю. Но это просто дикость. То есть это или детский сад, или свадьба в Малиновке, или это какой-то КВН. Но не может быть в серьезной стране, которая ведет серьезную войну, и которой спецслужбы претендуют на серьезный статус и операцию. Такого не может быть. То есть все упирается, мы возвращаемся к самому главному. Профессионализм в воюющей стране, который он решает быть или не быть. Наличие профессионализма или отсутствие оного. От этого зависит, быть или не быть Украине вообще, существовать как государство. И вот читая все это, я просто развожу руки. Просто развожу руки. Что касается, значит, ГУР, подводя итог. Значит, должен сказать следующее. Это очень эффективная организация в плане того, что называют signal intelligence американцы. Это электронная разведка при помощи технических средств. Происходит благодаря сотрудничеству, прежде всего, с нашими украинскими, американскими партнерами.
благодаря их аппаратуре. Великолепно, тут все нормально. Что касается агентурной работы, здесь полный провал. Вот, если судить по этой статье, по этому делу. Полный провал. А когда полный провал и полное непонимание, что ты делаешь, то попытки агентурной работы приводят к обратному результату. Ты якобы вербуешь, но то, как ты вербуешь, ты втягиваешь в себя подставы, то, что называется подставы. То есть вражескую агентуру ты втягиваешь, надеясь, что ты его завербовал, на самом деле ты вражеского агента внедрил в свой агентурный аппарат, потом, не проверив его, ты считаешь его надежным агентом, ну и дальше все, как вы понимаете. И тем не менее, господа, мы с вами ждем завтрашнего Рамштайна. У меня очень большие надежды. Предварительная поступающая информация свидетельствует о том, что должно быть поставлено или декларировано в Рамштайне или сразу после него. Короче говоря, в ближайшее время в Украину должна поступить мощная техника, причем она должна быть, пакет структурирован таким образом, что это будет техника для наступательной операции, для прорыва. Мы теперь понимаем на основании того, что я изложил вчера по поводу этой аналитической записки, что враг трепещет. Лавров подтвердил, что этот аналитический материал лежит в основе их действий. А вот недавно, то есть сегодня, поступила информация, прямо в видео, как в центре Москвы на зданиях многоэтажных, также на здании Министерства обороны устанавливаются системы ПВО. Мордор затрепетал. Он понял, что у Украины уже есть или вот-вот будет оружие возмездия, которое может дотянуться до Москвы. Поэтому, господа, дорогие друзья, слава Украине и вооруженным силам. Враг будет разбит. Победа будет за нами. Мордор, как Карфаген ранее, будет уничтожен. Вам, дорогие друзья, выдержки, мужества и уверенности, что все, в конце концов, должно быть хорошо. Украина победит в этой войне благодаря мужеству, стойкости украинского народа и доблести его вооруженных сил, несмотря на государственные, вернее, не благодаря, а вопреки ее государственному аппарату, который, увы, оказался не на высоте исторического момента. Но я верю, что первые два фактора – народ, его вооруженные силы – они победят. Неизбежно. До новых скорых встреч, дорогие друзья. Встретимся в ближайшее время по результатам Рамштайна.